Друзья, привет! Сегодня у меня для вас очередной оралас великолепных новостей из мира культуры и спорта. Все быстро и интересно, специально для того, чтобы сэкономить ваше время. Ну и как всегда, жду ваших оценок лайками и комментариями. Если готовы, тогда алга! Прославившийся благодаря получению американской музыкальной награды Грэмми казахстанский диджей Иманбек Зейкенов принял участие в съемках мотивационного видео, в котором рассказал историю своего успеха. Видео было опубликовано на YouTube-канале The Walkers, о чем Иманбек рассказал на своей официальной странице в Instagram. Каждый из вас прекрасно знает мою историю. Специально для тех, кому нужно поверить в себя, мы сняли очень крутой ролик. Будьте смелее, продолжайте движение. Так написал диджей. Иманбек рассказал много интересного, например, что он написал ремикс к оригинальной композиции Saint John всего за 2,5 часа, а в итоге получил за него Грэмми. Просто выложил в сеть и забыл про него, а через несколько месяцев он взорвал весь мир, так сказал Иманбек. В ролике показаны также и виды родного города Иманбека Аксу, Павлодарской области Казахстана. Также можно узнать и о том, что свои первые работы диджей сочинял во время перерывов или после работы. Тогда он трудился на железной дороге. Приходил после учебы, садился за комп, писал музыку, также после работы на железной дороге. Там было два варианта: либо спать, либо пойти за компом поделать музло, поведал Иманбек. Очень интересно наблюдать за Иманбеком. Простой, скромный, молодой человек, который настолько был увлечен своим хобби, что оно не только стало его постоянной работой, но и прославило его и его родной город на всю планету. Очень хороший пример для всех молодых, которые иногда выбирают для себя не те интересы. Иманбеку действительно очень повезло в том, что он сразу нашел дело своей жизни. И я думаю, что мы еще многое от него увидим. Конор Макгрегор заработал больше любого спортсмена в мире. Да, думаю, спортивные результаты, конечно, Конора Макгрегора уже не так интересны, тем более, что ирландский боец UFC Конор Макгрегор дважды проиграл Дастину Порье в UFC. Зато доходы за пределами октагона сделали Конора самым богатым спортсменом мира по версии Forbes. Кстати, и за 2 боя с Порье он умудрился получить больше гонорар, чем победитель. Чтобы вы понимали, друзья, Конор получил $22 миллиона за проигранный техническим нокаутом поединок-реванш с Дастином Порье, а общий заработок Конора составил $23 миллиона. Кроме того, по данным Forbes, доход Конора от спонсорских сделок за 2021 год оценивается $158 миллионов, а общее состояние Конора в 2021 году оценивается в сумму в $400 миллионов. По данным Forbes, чистая прибыль после уплаты налогов составила $180 миллионов в год. Это больше, чем у любого другого спортсмена на планете. Ну, как это обычно говорится, сначала ты зарабатываешь себе имя, а потом имя работает на тебя. Теперь, думаю, главной заботой Конора может стать не потерять свое имя в 2022 году. Все-таки не в деньгах счастье. Как говорится, в чем сила, брат? На Первом канале завершился юбилейный 10-й сезон шоу «Голос». Напомню, что в финальной части оказались сразу 2 вокалиста из Казахстана – Ернар Садирбаев и Алишер Каримов. И сразу после завершения финала в сети начали разгораться дискуссии. Как оказалось, российские зрители оказались не очень довольны результатами. Среди комментариев очень много оказалось и тех, кто считал, что именно Ернар должен стать победителем. И есть и те, кто хотели бы, чтобы Алишер получил первое место. Дискуссии очень горячие, видно, что борьба на «Голосе» была самой что ни на есть серьезной. И удивительно, что уже один раз была похожая ситуация на шоу «Голос дети». Тогда участник из Казахстана Ержан Максим тоже занял спорное 2-е место. Кстати, после этого организаторам пришлось полностью пересмотреть условия проведения конкурса. Может быть, Алишер и Ернар – это те казахи, которые смогут изменить и взрослый конкурс? Как интересно это происходит. Димаш изменил, улучшил конкурс «Сингер» в Китае, новую волну в Сочи и славянский базар в Беларуси, сделав их всемирно известными. Ержан Максим улучшает «Голос дети». Можно сказать, что и Евровидение, кстати, тоже. А теперь еще 2 казаха могут поменять еще один конкурс. Так что будем следить за этим с огромным интересом. Да, друзья, без Димаша, конечно, новости совсем не новости. И как хорошо, что Димаш радует нас всех очередными интересными сообщениями. Китайский телеканал CGTN выпустил клип с участием Димаша на песню, которая станет символом Олимпиады в Пекине, которая пройдет в 2022 году. В Китае подготовили клип зимней Олимпиады. Сегодня он вышел на всех площадках CGTN в соцсетях. Ведущие CGTN, известные блогеры, спортсмены и музыканты из разных стран исполнили песню «Вместе ради общего будущего». Так звучит официальный девиз зимних, паралимпийских и олимпийских игр.
игр. Сама эстафета началась год назад, и в ней приняли участие люди со всего мира. Кроме этого, в соцсетях появился челлендж, в котором каждый желающий может принять участие, но об этом хочется рассказать подробнее, поэтому приглашаю вас на наш второй канал «Эхо Питера», где тоже много интересного о Димаше и не только. Ну и в завершение, друзья, пару комментариев с предыдущих выпусков. Пишет Умит Латипова: «Ваня, Саша, красавцы, у вас появилась супер работоспособность после поездки в Казахстан. Кто из героев ваших фильмов сподвиг вас на такую работоспособность?» Дорогая Умит, я думаю, что тяжело будет выделить кого-то. Все, с кем мы встречались, нереальные трудяги. И нам до сих пор еще очень далеко до них. Только представьте, Олжас Омарович уже почтенная Аташка, а до сих пор работает. Толиген Мухамеджанов тоже настоящий аксакал, но при этом пишет прекрасную музыку каждый день. Димаш, наш самый первый учитель, спит по 4 часа. Ренат Гайсин, Самал Ислямов, Марат Бесингалиев, Рашид Нугманов, Миржан Турибаев, Арман Оспанов, Теукель Муслим. Они все работают, засучив рукава. Они все наши учителя и мотиваторы. Ну и, конечно, вы, дорогие друзья, вы наша главная мотивация. Поэтому все, что мы делаем для вас. Айпанд. Скоро все россияне чапанируются. Я думаю, что не только россияне. Вы же знаете, и у Роналду, и у Николаса Кейджа шапаны есть. Джеки Чану Димаш тоже подарил шапан. Так что есть шанс, что скоро земляне все чапанируются. А там уже будем смотреть, и где есть цивилизации на других планетах. Ну а у меня на этом все, друзья. Надеюсь, скоро увидимся.